Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Показываю вот вам подростков тернеции. Это говорит о том, что сегодня у нас будет видео о разведении тернеции очередное. Смотрите, какие у нас есть цвета. Вот здесь такие есть. Вот такие. И мы сейчас выберем тех, которых у нас поменьше. То есть у нас оранжевых мало, зеленых мало, желтых мало, фиолетовых. Ну, короче говоря, сейчас посмотрим, каких мы выберем производителей, посадим их, и я вам все это покажу. Вот я подготовил таких 4 нерестовика. Они со вчерашнего дня, у них отстаивается водичка, аэрируется. И сейчас я посажу сюда производителей. Ну что, дело сделано. Смотрим, какие у нас получились производители. Значит, в первом нерестовике у нас 5 рыбок, синие. Значит, вроде бы как 2 самочки и 3 самца. Вроде бы как так. В соседнем аквариуме у нас желтые присутствуют. Вроде бы как 2 самочки и 3 самца. Ну, вроде бы как так. Так, здесь у нас зеленые. Зеленые. 6 рыбок, 2 самки и 4 самца. Ждем от них тоже результата. Давно у нас зеленые ничего не показывали. Так, и в четвертом нерестовике у нас оранжевый такой квартет. 2 самочки, 2 самца. Ну что, оставляем этих рыбок на ночь. Сейчас выключим свет. И завтра, возможно, к обеду посмотрим на результат ихней работы. Ну а если у нас отнерестятся все 4 компании, я вам скажу о секрете, который я в этот раз сделал по поводу воды. Будем надеяться, что они все нам дадут какой-то результат. Итак, ночь прошла, 12 часов дня. Посмотрим, что у нас с икрой. Так. Синей икры нет, нереста не было. Так, вот. Оранжевая икра есть, нерест был у них. Так, зеленые. Зеленые, нереста не было. Ну и оранжевые, что у нас здесь? Оранжевые тоже, нереста не было. Короче, сидят и думают о смысле жизни. Ну, желтые у нас, как обычно, я знаю, они сразу нерестятся. А все остальные что-то ждут. Короче, оставляем синих, зеленых и оранжевых еще на ночь на одну. Может, они уже привыкли за эти сутки. И завтра на это поглядим. А сейчас еще глянем на икру. Я отсажу производителей желтых и посмотрим, какая икра. Смотрите, какие желтые красавцы. Огонь. Ну вот, смотрите, сколько икры. Вот можно видеть, как оно передаст камера. Есть такая прозрачная, но ее меньше, а есть белая, ее чуть больше, ну примерно 60% белой и 40% прозрачной. Короче, мы оставляем это все дело инкубироваться. Сейчас я сюда, видите, водичка немножко мутненькая, сейчас сюда брошу полтаблетки эритромицина и пускай до завтра развивается. А завтра мы с утра посмотрим, отнерестились ли у нас остальные пары. И, соответственно, есть ли личинка у желтых. Кто не подписался еще на канал, подписывайтесь. Дальше будет еще интересней. Итак, друзья, на улице уже светло, полным ходом день. Рыбки все уже покормлены. И хочется скорее посмотреть, что там наши производители. Вот смотрите, как помутнела вода у наших желтых тернеций, да, но там, ну, личинок, да, но там, кстати, есть личинка на дне,
Может, просто не очень хорошо видно. Очень много пропавшей икры, ну, неоплодотворенной. И поэтому такая водичка. Ну, там есть хорошая личинка. Так, давайте посмотрим, что наши синие. Давно мы от них не получали потомства. И вот смотрите, они нас порадовали. Есть вот икра. Есть вон и беленькая, есть хорошая. Ну, короче, они со своей задачей, скажем так, справились. И это очень приятно. Так, что наши зеленые? Что-то смотрят, что я здесь делаю. Самочка вот впереди, смотрите, какая толстая. Ну, смотрим, что там у нас. Ну что, ничего. У зеленых в очередной раз ничего нету. Короче, мы их будем оставлять еще раз. Вот смотрите, самцов целая толпа. 2 самочки, 4 самца, 2 самки и результат нулевой. Так, что наши оранжевые? Давайте посмотрим. Вон наши красавцы и красавицы. О, уже вижу, икра есть. Вон, смотрите. Ну, есть, вот видите, есть такая зеленоватая чуть-чуть, это хорошая. Есть и белая, видите, много сколько. Ну, короче, немножко они сработали. Короче, сейчас я буду пересаживать всех этих наших производителей. Зеленых оставляем еще на 3-ю ночь. Может, 3-я ночь им что-то даст. А этих синих тоже убираем в общий аквариум. Ну что, прошла еще одна ночь. Зеленые все равно не хотят нереститься. Не знаю, в чем причина. Но оставим их еще на одну ночь. Я думаю, это будет у них еще одна такая возможность отнереститься. Ну, теперь смотрим, что у нас по другим аквариумам. Так, значит, здесь, смотрите, водичка мутная. Сюда я фильтр не ставил. Там, вон, можно видеть, есть личинка у нас. Это желтые у нас, которые в первый день отнерестились. Вон уже некоторые на стеночках висят, там видно. Так, смотрим на синих. Смотрите, вот это синие наши. Тоже вот есть икра такая побелевшая. Я вчера поставил сюда фильтр. Вон можно видеть, сколько личинки. Вон там вдали, под фильтром. Короче, синие нормально. Так, смотрим на оранжевых. Тоже я им вчера поставил фильтр. Тоже вот можно видеть, есть личинка у оранжевых. Тоже там под фильтром она прячется. Ну, короче, нормально все получилось. Но в следующий раз я включусь уже завтра. И мы еще более хорошо посмотрим на личинок. Возможно, этих, которые вот здесь у меня желтые, да? Ну, видите, они сидят на стеночках, у них как бы все хорошо. Может, надо будет им водичку сегодня подменить. Но вечером я посмотрю, как мы поступим с ним дальше. Итак, друзья, давайте посмотрим на наших рыбок. Значит, вот у нас здесь находятся желтые. Сейчас я немножко ближе подсвечу. Вот сегодня желтым получается 4 суток, как был нерест. Там есть рыбки, их там немного, но они уже некоторые начали плавать. Давайте посмотрим вот на синих. Синие, смотрите, слева сидят практически толпа их сидит на стеночке и справа. То есть сегодня у синих 3 суток от момента нереста. Ну, некоторые начинают пытаться плавать уже. Так, и вот у нас оранжевые. Тоже 3 суток с момента нереста. Некоторые уже начинают плавать, а некоторые еще сидят на стеночках. А вот зеленые. Производителей я убрал. 4 дня просидели, толку нет. Икры не было у них. Попробовал даже сидеть что-то. Ну, самочки такие тугие, короче, ничего не получилось. Видно, им уже пришло время, они постарели. Ну все, включимся еще через сутки. Да, кстати, сегодня с утра им понасыпал сюда немножко коловратки солоноводной. Думаю, может кто-то уже
и покушает. Но основная масса еще, видите, не плавает. Итак, друзья, наступило еще одно утро. Значит, смотрите, у синих сегодня 4 суток от момента нереста. Что такое грязное у нас стекло? Значит, синие, некоторые еще висят на стеночках, некоторые уже плавают. Я даже вчера им давал уже артемию, они ее кушают. Значит, у желтых, тоже их здесь немного, но у желтых это 5-е сутки, как прошел нерест. Тоже рыбка плавает, питается. А ну-ка вот малек. Вот он плывет, но резкость на него что-то не наводится. Тоже у них все нормально. И вот оранжевые, тоже у них 4 суток с момента нереста. Рыбка плавает. Некоторые там еще вон возле стеночек что-то делает. Но они тоже кушают. Сейчас я насыплю им артемии. Бля, стекло такое грязное, ну извините. И вы посмотрите, как они будут кушать и какие у них будут желтенькие животики. Ну вот смотрите, артемию я насыпал. Она везде находится, и внизу, и была вверху, уже осела. Вот смотрите, рыбки. Желтенькие животики у них. То есть они уже охотятся и кушают артемию. Это наши синие. Это у них сегодня 4 суток с момента нереста. Так, а где у нас еще общая масса? Вон там они, на той стенке там. Ну, короче, синих достаточно такое хорошее количество. Давайте посмотрим желтых. Желтые, вот у желтых 5-е сутки от момента нереста. Тоже они тут присутствуют, охотятся. Их чуть поменьше. Ну и вот оранжевые, тоже у них сегодня 4 суток с момента нереста. Вот можно видеть у рыбок желтенький животик. Тоже питаются. Ну все, рыбка начала кушать артемию. Это говорит о том, что все у нее будет нормально. Она будет развиваться и расти. Вот сегодня ровно 7 дней, как был нерест. Вот смотрите, какие у нас рыбки. Вот это синие. Там их много. Вот желтые. Им на день больше. Они чуть покрупнее. Ну их там немного. Десятка 3, наверное, или 2. Вот. Но они есть. И вот у нас оранжевые. Вон они там, на дальней стенке. То есть их много. Вот смотрите, какое загрязнение дна. Видите? Рыбки здесь поменьше. Такое загрязнение дна. Здесь вот такое. Ну, я тут на передней стенке у этих двух убирал. Чуть-чуть. А вот смотрите, у синих. Смотрите, я не убирал. Смотрите, какое... Сколько отходов от артемии остается. И сейчас я вам покажу, пока есть возможность такая, покажу, как я убираю на дне у мальков. На примере вот этого нерестовичка с синими тернециями. Сейчас мы уберем фильтр, и я покажу, как я это делаю. Итак, друзья, кто уже следит за моим каналом давно, знает, как я это делаю. Значит, есть у меня вот такая мочалка обычная, кухонная, да. Я ее перед тем, как опускать сюда в нерестовик, намочил водой, чтобы воздух с нее весь вышел. Выключаем обогреватель еще, кроме того, опускаем эту мочалку сюда. Вот таким образом. Опускаем мочалочку вниз, до дна, нажимаем на дно и потихоньку тянем сюда. По одной стороне. Вот смотрите, весь мусор, вся эта тина, вот она, видите, какая она там тягучая, она собирается вот на мочалочку. И вот малек весь убегает, мы эту тину поднимаем вот таким образом. И у нас чистая одна сторона. Так, мочалку промыли, опускаем еще раз ее. Ставим уже на другую сторону ее. Так же само прижимаем к дну.
легонько. И вот тянем вот таким вот образом. Малек убегает, он тоже понимает, что происходит. И вытягиваем вот это вот безобразие все сюда наверх. Так, как можно видеть, основную грязь мы убрали, остальное убираем просто трубочкой обычной. Смотрите, как она легко убирается. Это. Оп, она туда прямо ее засасывает всю. А мальки убегают. Они тоже понимают, что нужно прятаться. Вот и все, можно сказать, дно у нас чистое. Обратно ставим фильтр, включаем обогреватель. И фильтр остальное все отфильтрует. Какая часть мусора еще осталась там, уберем в следующий раз. Итак, ну вот вода отфильтровалась. Я малькам дал покушать. Вот они такие в 7 дней, как был нерест. То есть была икринка 7 дней назад. И вот такой уже у нас малек. В частности, это синие. Так, вот здесь у нас желтые. Сейчас я покажу, где у нас рыбка. Вот она куда-то сместилась. Резко чуть не наводится, что-то не знаю. Не хочет. Может вот так выше поднять. Ну, короче, такая. А вот у нас оранжевая, смотрите. Вот такая рыбка оранжевая. Друзья, ну, короче, рыбка начала кушать. Короче, все у нее нормально. Я думаю, что уже через месяц она будет приличного размера. Итак, прошло еще 3 дня. Сегодня решил монтировать ролик и вспомнил, что ничего не сказал про воду. Значит, что по воде? Вода 50% получается с водопровода и 50% осмос. И результат намного лучше, чем в предыдущие разы. А сегодня все. До встречи на канале Разводня как хобби. Пока-пока.